Потому что мы на яхтах не сунемся в аэропорт. Добрый день, друзья! Я Владимир Васильев, и я снова рад вас приветствовать на своем канале. Это не совсем даже самолет, это покоритель трех стихий. Самолет, который прекрасно себя чувствует в воздухе, прекрасно чувствует себя на бездорожье, и на этом самолете можно просто порыбачить. Попробуйте угадать, сколько этому самолету лет. Скажу так, что история приобретения именно этого самолета, мы купили его на Аляске. На самом деле это был семейный, как автомобиль, то есть люди жили на Аляске, они лето проводили там, и он стоял у них на озере, на берегу их, там, где стоит их дом, и реально этот самолет слетает за хлебом. Но поразительно в том, очень интересно, это Том и Нэнси, то есть они хозяева этого самолета. У них был один мобильный телефон на двоих и один имейл на двоих, даже Том и Нэнси. И интересная ситуация в том, что этому самолету, вы не угадали, сколько лет? 72. 72 года этому самолету. И при этом он сам долетел с Аляски до Флориды. Во Флориде он был упакован в контейнер и приехал к нам сюда, в Житомир. Вот мы его собрали и, слушайте, мы любуемся. Это просто стопор. То есть самолет вокруг, кто не приезжает к нам на аэродром, в первую очередь идет к этому самолету. Я уже рассказывал неоднократно в историях, что многие владельцы самолетов относятся к ним как к домашним животным. И это действительно, это уже достаточно пожилые люди, которые живут на Аляске. Это был вроде бы как их каждодневный автомобиль, но они с большой любовью относились к этому самолету. Это бушплейн, который имеет короткую взлет и посадку. То есть даже вот здесь видно установлены большие колеса для того, чтобы он мог приземляться на неподготовленные полосы где-то. Он может садиться на воду, соответственно, взлетать с воды. То есть он покоряет все три стихии. И это очень здорово. Кстати, когда мы тоже шли в переписке с предыдущими владельцами, очень было интересно, как они его хранили. Самолет прилетал на воду и потом выруливал, просто выпускал уже в воде шасси и выруливал на галечный пляж и стоял, ждал своих владельцев все время на галечном пляже. Это первый водный самолет, который в нашем обзоре. То есть я летал до этого там на некоторых других водных самолетах, но вот именно в нашей серии это первый самолет. Более того, интересно это тем, что он именно из той эпохи, когда водные самолеты, они были тогда, скажем так, королями неба. Вообще, этот самолет начал производиться, первый полет был 1 декабря 1945 года, производился он с 1946 по 1948 год. В те времена, когда еще не так была сильно развита сеть аэропортов, сама концепция авиации, она развивалась именно по направлению гидроавиации, потому что водные поверхности, они изначально являлись большими взлетными полосами, и очень много трансатлантических рейсов, то есть выполнялось именно на гидросамолетах. Ты можешь лететь туда, где ты найдешь или кусочек речушки, или кусочек озера, найдешь или просеку в лесу, или просто в поле. К этому еще можно добавить очень большую площадь крыла, очень мощную механизацию. Маленькая скорость отрыва, небольшая скорость посадочная позволяет коротко садиться, коротко взлетать. Данный самолет выпускался всего лишь 3 года, но их очень много было произведено 1060 штук. Он крайне удачен. Поразительная история в том, что на сегодняшний момент количество зарегистрированных летающих самолетов 260. Это 260 себе еще находится в реестре и летает. Но есть интересный факт. Количество их увеличивается. То есть очень много самолетов было произведено, они где-то остались уже, скажем так, они уже в разобранном состоянии, где-то самолеты, требующие ремонта. И он действительно фактически в современном линейки выпускаемых гидросамолетов, я даже не знаю ему замены. И это оценивают многие другие потребители, которые пытаются найти эти самолеты в виде проектов. То есть где-то они стоят в ангарах, восстанавливают и снова заставляют их летать. И та поразительная ситуация, когда самолет не выпускается, а количество летающих становится все больше и больше. Летающий самолет вряд ли можно найти меньше, наверное, 90-100 тысяч. Они все, опять же, зависит от двигателя. Это достаточно, по моему мнению, лучшая модификация с лайкомингом. Есть еще хорошая модификация с двигателем Chevrolet. Это канадская компания. Сейчас не вспомню название. Она получила, именно переделала, переоборудовывает эти самолеты
под двигатель Chevy. И есть базовый двигатель 216 лошадиных сил. Хорошо сделанный самолет, скажем, в косметическом хорошем состоянии, легко может доходить до 200 тысяч. Иногда даже больше. Есть модификация очень интересная тоже, которая была, называется Twin Bee. Взяли этот же самолет и установили на него два двигателя Lycoming на пилонах вот здесь, вот, два толкающих двигателя. Их, по-моему, было выпущено или 20, или 30 штук, то есть их очень немного в мире. Они есть, летают. И повторюсь, количество CB становится все больше и больше. Если так немножко, в общем, говорить о конструкции самолета, ну, то есть, да, очень мощное, крыло, то есть достаточно большой площади. Здесь мы имеем мощно выдвигающийся закрылок, то есть это позволяет медленно взлетать, медленно садиться. Это подкосный верхний план, то есть прочность конструкции очень, вот он именно, даже на ощущение, вот он очень прочный. Вот когда ты рукой касаешься, он чувствуется вот эта крепкость. И говорит о том, что насколько качественно он был сделан, 72 года на нем нет следов коррозии. Есть одна действительно фундаментальная вещь, которая мне очень нравится в этом самолете и говорит вообще о масштабе этого самолета. Посмотрите на выпуск этой фары. Ну, чтобы можно было летать на нем ночью. И предполагается, что ты прилетаешь, где вообще где уже темно и ничего нету, там озеро, где-то вообще там тундра, тайга. Ну и как-то все-таки в те годы думали, что подсветить и сесть. Из-за этого такой мощная была установлена фара. Кстати, начинается дождь, как положено. Каждый тест-флайт. Сейчас мы позвоним на канал Yacht Travel и спросим у него. Будет смешно, если он тоже этого не знает. Ну, конечно, приходите в гости в пятницу, нас точно не будет дома, да? Алло, канал Yacht Travel? Да. Скажите, пожалуйста, а вообще это нормально спать до 3 часов дня? Или это для капитана нормально? Ну, да, вахтенный метод. Скажи, пожалуйста, а можно на самолете залететь в марину? Ну, или заплыть в марину? На гидросамолете? Да. Ты знаешь, по правилам НППСС, это правила международного столкновения, предотвращения столкновения суден, у гидросамолетов самый низкий приоритет. То есть они должны уступать всем, включая там. Поэтому, наверное, если он для этого приспособлен, Марина, то да. Но конкретную Марину надо спрашивать у Марины. А почему такое унизительное отношение к нам, авиаторам? Почему у нас самый низкий приоритет? Потому что мы на яхтах не сунемся в аэропорт. А, это типа вы в отместку нам, да, вот так вот? Он выглядит действительно как настоящая лодка. А вот эти шасси, они убирающиеся. И по какой причине? Потому что в воду, конечно, если сесть с ними, то самолет перевернется. И самое большое количество аварий с гидросамолетами произошло именно из-за того, что люди забывали убрать шасси на посадке. Потому что они первые попадают в воду, удара в воду, и получается переворачивающий момент. Это как бы наиболее. И здесь шасси убирающиеся. То есть они в полете отодвигаются вот сюда назад, и колесо находится вот здесь вот. То есть оно не мешает потоку. Можно ли поставить парус? Можно ли поставить парус? Ты знаешь, я думаю, что можно. Люди, я видел на гидросамолетах, не то что мачты возят, некоторые возят с собой каяки. То есть они прикрепляют вот тут вот на специальные подвесы, вот я особенно на биверах видел в Канаде, они устанавливают лодки и возят с собой каяки. Интересная тоже ситуация, здесь в салоне я потом расскажу. Здесь сделана концепция, как в старых автомобилях. Если вы помните, раскладывается салон, и в нем можно спать. То есть, прилетев куда-то на природу, можно разложить все сидушки и просто лечь и спать. Получается огромная кровать на площадь всего салона. Еще я видел, люди что делают, они здесь подвешивали гамаки, да, и просто прилетев на рыбалку или на охоту, спали в гамаках, подвешенных под крылом. Себе не так просто купить, они очень популярны. Если она в хорошем состоянии, они не дешевые, несмотря на свой возраст, и люди их любят. Дешево их можно только купить в виде проектов, то есть это разобранные самолеты, которые находятся
ну, где-то в ангарах, и их просто приходится ремонтировать. Но вот здесь установлено тоже из очень, очень серьезных опций, установлен более мощный двигатель. Как я говорил, изначально шел двигатель Franken, 216 лошадиных сил. Здесь уже установлен двигатель Lycoming, 310 лошадиных сил. Более того, он с редуктором. Вот здесь вот стоит планетарный редуктор, который двигатель работает на больших оборотах, то есть плавнее из-за этого работает. Вот эта вот секция, это редуктор. И установлен очень большой винт с реверсом. Здесь в первую очередь он применяется для того, чтобы когда вы где-то причалили к пирсу, к самолету надо отрулить, отплыть, отойти, не знаю, от пирса. И здесь можно включить реверс, то есть лопасти полностью разворачиваются, начинают работать в другую сторону, дуют вперед, и самолет может задом отойти от пристани. Самая такая, конечно, классная вещь, которая умиляет, то есть он в трехдверной модификации. То есть если посмотрите в салоне, салон очень просторный, то есть действительно здесь легко могут уместиться 4 человека. Интересная вещь, что вот эта дверь открывается, на нее можно заходить. И, в принципе, для чего это сделано? Для того, чтобы там второй пилот или этот мог пришвартовать самолет, отшвартовать, ну или где-то вы находитесь, слушайте, отсюда можно охотиться прямо с этой площадки, или можно рыбачить. Просто сесть, поставить здесь стульчик, свесить ножки и спокойно рыбачить. Кстати, вот так выглядит инструкция Owner's Manual. То есть к этому самолету серийный номер 475, вот он, его регистрационный. Красивая такая, с картинками, то есть разрисованная такая, чтобы можно было сесть, почитать перед сном, выучиться. И вот летаешь вот по такой книжке. Вот такая вот. Как все делается, все нарисовано. Как вот его швартовать, птички летают. Это так, честно говоря, написано как такая, слушай, у меня у стиральной машины сложнее инструкция. В случае аварийной ситуации вот эти сидушки, они используются как, их написано, что ты с ними плывешь, это как спасательный круг. Само расположение тоже, это штурвал, вот эта колонка снимается, то есть если ты летишь один, можно вот так ее убрать, одним движением снять, или потом, соответственно, одним движением установить на место. То есть интересно, это для того, чтобы этот пилот мог спокойно выходить вперед. Расположение рычагов управления двигателем, они наверху. Закрылки выпускаются, убираются за счет гидросистемы, но насоса на двигателе нету. Установлена гидравлическая ручная помпа. То есть вот мы сейчас от закрылки в нижнее положение, и вот начинаем вот так вот в полете вот качать, и опускаются закрылки. Теперь мы хотим поднять закрылки, мы делаем вот так вот, и снова вот так вот делаем. Неплохо очень, кстати, укомплектованный самолет, то есть он даже инструментальный. То есть у нас есть система АЛС захода, то есть авиагоризонт, указатель скорости, высотомер. Это приборы двигателя, надув и оборота винта. Если не садиться на воду, то можно летать с обычной лицензией. Если вы собираетесь садиться на этом самолете на воду, то нужен C-рейтинг, так называемый, на морские самолеты. А если ты сядешь на воду без лицензии? Слушай, это нарушение, и я думаю, что штраф. А если никто не узнает? Слушай, если никто не узнает, если мы тихо ночью подкрадемся, сядем, улетим и никому об этом не расскажем, то ничего не будет. Во-первых, надо найти ключ от этого самолета. Их тут почему-то 4. Сейчас мы... И это не тот. Вот это, наверное, тот. И это не тот. Может, вот это тот. Вот это тот. Берем вот такой before takeoff. Нет. Start engine. Brake set. Хорошо. Радио выключено. Батарейка включена. Пропеллер. Reverse locked. Это реверс заблокирован. Винт на максимальный миксер. Cut-off выключили. Карбюратор fuel boost pump. On. Так. Магнета 1.4. Левая магнета. От винта! Сейчас мне рук не хватает. Вот мы и запустили. Вот как звучит 72-летний самолет.
реально в нем действительно ощущение, что ты на какой-то яхте. Ну да, то есть он здоровенный такой вот, такой бабушкин диван. Вот это у нас управление реверсом, двигатель, вот это у нас газ. То есть мы сейчас на холостых оборотах его тихонечко прогреваем. Это у нас управление винтом, высотный корректор и микстер, то есть это обогащение смеси. Честно сказать, Паш, ты первый раз на Сибирь? Ну да. Первый раз в жизни мы полетели на Сибирь. И на самом деле это самый... Слушайте, я летал на самолете там 50-х годов, ну 47-го года. А ты летал на старшем самолете? Да нет, по-моему. Это самый старый наш самолет. Конечно, к ней надо так с уважением. Она не девушка, она такая взрослая тетя, которая слегка вначале даже решила показать свой норов, и мы такой сделали циркуль на ней красивый. Но все нормально, ничего не коснулись ни поплавками, ничего, удержали на полосе, так что все в порядке. А потом полетели. Классно летит. Реально классно летит, и причем ощущение реально, ты на ней как плывешь. Она такая как баржа, как огромная, как яхта огромная идет. И так еще такой впереди этот кокпит, такой здоровенный, где-то впереди там все. И ребятам, которые его купили, повезло. Это отличный выбор, и она прекрасно летит. Где-то в круизе мы разогнались до 200 километров даже, то есть не так медленно. Как казалось, 180-200 она легко идет. Приходите в небо. Летайте на таких замечательных машинах, на которых летаем мы. Получайте удовольствие, смотрите на этот мир. Сегодня классный день. Я Владимир Васильев, прощаюсь с вами, увидимся на следующей серии.